Всем привет, друзья! Недавно я проводил стрим, и игрок под ником Ил из 127-го штата подал идею снять видео на тему ошибок игроков State of Survival и задавал много актуальных вопросов. За это ему большое спасибо, и как я обещал на стриме, кто будет активен и задаст актуальные и интересные вопросы, получит награду от разработчиков. Так что Ил из Альянса Fun получает награды. Поэтому следите за новостями в официальном сообществе ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать стримы, видео, и может в следующий раз именно вы заберете награды. И кстати, на стриме был и ограниченный код обмена на 1000 биокапсул, так что не упускайте возможность получать плюшки. Теперь по теме. Каждое неправильное действие в игре State of Survival так или иначе обговаривалось в моих роликах или стримах, а собрать все это в один ролик не помешает, поэтому я решил поговорить об ошибках и дать советы в очередной раз. Так что поехали разбирать ошибки. И первое, о чем я бы хотел сказать, это донат. И самая главная ошибка начинающих игроков — это когда вы не видите конечный результат, а просто донатите в моменте, без цели. Так что если вы решили вкладывать деньги в игру, оцените свои возможности и четко поставьте цель, к чему вы хотите прийти, и обязательно все просчитайте. В противном случае вы просто вложите деньги, не получив от этого никакого преимущества перед другими игроками. К примеру, я изначально понял, что в первую очередь буду прокачивать снаряжение шефа, которое всегда на всех стадиях игры будет актуальным, и также понял, что тратить деньги на создание армии я не буду. Вторая ошибка – это трата плюшек без сочетания с событиями. Наверное, все знают, что в игре есть много ивентов, где трата ваших накоплений дает возможность выиграть в этом событии и получить награды. Будь то выживут быстрейшие, вызов Альянса, различные фестивали, карнавалы или битва штатов и так далее. Как пример, у меня в клане есть игрок, который всегда на всех событиях старается просто занимать призовые места и при этом не стремится к первым позициям, которые по тратам плюшек очень затратны. Так что обязательно любые траты ваших накоплений, к примеру, ускорений, фрагментов героев, создания снаряжения, сочетайте с заданиями на событиях, чтобы эффективность ваших действий была выше и вы смогли еще параллельно заработать дополнительные награды. Третья ошибка – это неправильная трата универсальных фрагментов героев, которые и так со временем станут генералами. К примеру, при эффективной игре вы будете всегда получать фрагменты Мэдди, Трэвиса, Джейн и так далее. Поэтому универсальные фрагменты нужно всегда тратить на тех героев, которые не собираются от обычной игры. Я сделал большую ошибку, потратив свои универсальные золотые фрагменты на Тайлера Куртс, но при этом я занял на этапе подготовки в событии Битва штатов первое место и получил 400 фрагментов, из которых смог потратить только 120 штук. Потому что до этого я захотел поднять звание Курца за универсальные фрагменты. А Брук, на которую на самом деле нужно было тратить фрагменты, у меня отстает по уровню. Это была критическая ошибка, так что не торопитесь и стройте планы по поднятию званий ваших героев. Четвертое. Это и ошибка, и совет. Не стройте все здания до 30 уровня, оставьте парочку зданий для того, чтобы было куда тратить ускорители строительства для зарабатывания очков на событиях. Это тоже была моей большой ошибкой. Теперь на событиях, где нужно тратить ускорители строительства, мне попросту некуда их тратить. Если бы я оставил 2 фермы на 29 уровне, я бы просто запускал каждый раз стройку до 30 уровня, тратил ускорители и под конец стройки просто отменял. Тем самым здание всегда было бы на 29 уровне, а я мог бы всегда зарабатывать очки, тратя ускорители. Пятое. В этом пункте я собрал несколько ошибок. Это мелочи, от которых зависит ваше преимущество на дальней дистанции игры. Одна из таких – неиспользование Трэвиса на ежедневных разведданных. Экономить выносливость шефа позволит иметь преимущество перед теми, кто этого не делает. Лишний поход на зараженного даст вам возможность копить больше плюшек. Дальше это строить и исследовать, не используя бонусы, уменьшающие скорость. А именно, нужно находиться на талантах экономики, использовать активный талант быстрое развитие и при возможности использовать бонусы за капсулы в штабе. Это также позволит вам на дальней дистанции иметь видимое преимущество перед игроками, которые на это не обращают внимания.
Еще совет: не пропускать игровые дни. Вы должны каждый день по колдауну заходить в игру, чтобы собирать плюшки, ставить обучение, получать очки VIP и так далее. Обязательно участвуйте во всех событиях, чтобы фармить плюшки. Это все и есть ваше преимущество перед теми, кто не соблюдает на первый взгляд такие простые правила. Шестой пункт. Невыполнение заданий исследования. Можно было внести в мелочи пятого пункта, но он очень важный на мой взгляд, и поэтому ему отдельное внимание. Задания исследования вы просто обязаны каждый раз выполнять, если хотите быть хорошим игроком для своего альянса и успешно развиваться в игре. Это большая тема, на которую я снимал видео, ссылка будет в описании, обязательно посмотрите его. Если вы до сегодняшнего дня не выполняли или не относились к этому серьезно, то это ваша ошибка. Седьмая проблема. Из моих наблюдений часто игроки создают только максимально возможные по уровню войска. А мое мнение, что это неправильно, и коротко скажу так. Создавайте всегда армию на один уровень ниже вашей максимально возможной, чтобы потом на необходимом для вас событии просто улучшить их до максимального. Выглядит это так. До события я создаю войска 9 уровня и накапливаю ускорители. А на событии их улучшаю до 10, тратя ускорители обучения. И так по кругу, от события к событию. Восьмой пункт я назвал хладнокровность. Я советую никогда не нападать сгоряча и всегда подходить к задачам в игре с холодной головой. За время моей длительной игры я встречал игроков, которые разбивались под ноль, теряя всю свою армию, атакуя из-за каких-то провокаций или оскорблений, что считаю неприемлемо. Поэтому любые атаки на штабы должны иметь четкое обоснование или большое значение для вас и вашего альянса, потому что армию нужно беречь, а игра от обороны всегда имеет преимущество над игрой агрессоров. Так что лишний раз нападая, подумайте, что это вам даст, кроме потерь армии. И в этот же пункт добавлю большую стратегическую ошибку в целом для игры State of Survival. Никогда не сжигайте штабы игроков под ноль. Тем самым вы можете спровоцировать, что люди будут бросать игру, и вы попросту останетесь в своем штате один на один с самим собой. Я думаю, тогда вам станет намного интереснее играть, в кавычках. Поэтому любые сражения должны иметь негласные правила, которые вы должны внедрять и придерживаться, и доносить это все до людей. Можно предупредить сообщением о нарушениях негласных правил штата, провести разведку, что является в игре актом агрессии, или на крайний случай провести одну атаку, чтобы продемонстрировать преимущество и этим показать, что с вами лучше дружить. Девятый пункт я назвал молчание. Если вы хотите получать преимущество, то вы должны постоянно быть на связи и общаться не только со своими игроками Альянса, а со всеми игроками штата. Всегда спрашивайте у своих, что нужно делать, как действовать и какие цели у вашего Альянса. Общайтесь с губернатором, выражайте уважение к соперникам, и, быть может, губернатор наградит вас крутым бафом по вашей просьбе, когда вам она будет необходима. Поэтому общение на событиях, в организационных моментах игры – это все залог вашего успеха и альянса, в котором вы играете. Ну что, друзья, это были ошибки, которые накопились у меня в голове за последнее время и с которыми я хотел поделиться с вами. Я благодарю вас за просмотр и хочу, чтобы вы в комментариях рассказали, с какими ошибками сталкивались и о чем бы хотели рассказать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, если видео вам понравилось. Вступайте в сервер Discord, там всегда мы общаемся на темы ошибок и всевозможного в игре. Там можно найти все, что связано с игрой. Все ссылки будут в описании под этим видео. А я желаю всем удачи, не делайте ошибок и до новых встреч!